Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья. Вот уже 2 года я обустраиваю свой деревенский дом и участок. Живу здесь постоянно. О том, что я сделала за эти 2 года в своем деревенском доме и на участке, рассказываю в своих предыдущих видео. Пройдите, посмотрите, если вы их не видели, если вы новичок. Ну а в этом видео я расскажу продолжение этой истории, расскажу о том, чем я занимаюсь в этот сезон года. Сейчас октябрь 2025 года. Поскольку у меня сегодня выходной от моей основной работы, я решила заняться заготовкой хвороста на зиму. Погода сегодня сухая, теплая, плюс 16, как раз то, что нужно. Хворост – это сухие ветки, спиленные с плодовых деревьев в моем саду. Он нужен для того, чтобы хорошо растапливались мои печи. У меня в доме есть русская печь, а также у меня есть баня, поэтому зимой хворост, он очень хорошо помогает растапливать печь, раскочегаривать дрова. Хворост я пилю маленькой электропилой, которой достаточно, чтобы распилить ветку диаметром до 10 сантиметров. Это как раз то, что нужно для моих маленьких женских рук. Да и если честно, я себя не представляю с огромной электропилой. Мне кажется, она для меня просто опасна. При моем росте 162 сантиметра и весом 50 килограмм я с такой махиной не справлюсь просто. Да и я много раз слышала истории о том, как даже профессиональные лесорубы с помощью большой электро- или бензопилы делали себе травмы. Пила такая в любой момент может отскочить и задеть человека. Поэтому для серьезных таких работ, где нужно спилить огромное дерево, например, или наколоть дрова, я нанимаю людей. И вообще такими тяжелыми работами женщина не должна заниматься, я считаю. А вы как думаете? Напишите в комментариях. Кстати, как вы уже заметили, хворост я пилю на крышках от пчелиных ульев. Дело в том, что у меня весь участок был ими заставлен, а в этом году мне удалось все-таки с ними справиться. Кое-что убрать, кое-что выкинуть, кое-что приспособить под кашпо для клубники. В своих летних видео я уже показывала, какие у меня классные получились кашпо для клубники. Можете пройти посмотреть. Ну а те улья, которые у меня остались такими добротными, еще не прогнившими, я отдала их местному пчеловоду, за что он со мной поделился медом. Ну а от прогнивших ульев остались крышки, которые мне жалко было выкидывать, они достаточно добротные еще, поэтому я их оставила для распилки хвороста. Слушайте, хочу вам показать сейчас потайной ход у меня в доме, точнее это не в доме, а во дворе. Вот такая вот здесь дверь. В общем, вот здесь, оказывается, от предыдущего хозяина дома, Анатолия Михайловича, остался, как сказать, заначка дров осталась. Осиновые, то ли они сосновые, то ли осиновые, короче, их прилично много было здесь. И значит, мне вот здесь их начали уже колоть. Я наняла человека, мне покололи немножко, потаскали к бане. Вот это вот наколотое. Посмотрите, какие бревна. Офигеть. Сравните мою ручку, да, и вот это бревно. Как его расколоть? Ну, в общем, вот так вот, друзья. Вот такие огромные здесь чурки, которые мне накололи на дрова. И они лежат здесь уже аж с самого начала, как я купила дом, что самое обидное. Представляете, я заказывала 3 грузовика дров. Помните, зиму-то я зимовала, печь топила. С 2023 по 2024 год. 3 грузовика дров, 15 кубов было куплено. А у меня, оказывается, была заначка в доме. Вот. А я узнала об этом только весной 2024 года, когда уже перезимовала, когда мне газ привели, короче. В общем, вот еще дров
На зиму я запаслась дровами. Смотрите, как у меня под самую крышу дровница. Это с одной стороны баня только. И еще с другой стороны баня. Вот здесь. Вот. Еще там дрова остались возле того дворика. Надо будет их на тачке сюда перетаскать, разложить. Ну и хворост, конечно же, я запасаю. Вот, смотрите. Я его пока сложила там кучкой. А еще я готовлюсь к предстоящей зиме не только заготовками хвороста и дров, но и также продолжаю утеплять свой дом. Например, помимо того, что я этим летом поставила новые окна в свой дом, я также еще решила установить новую теплую дверь. Так, друзья, хочу вам показать, какая у меня дверь была изначально, когда я сюда заехала, да. Сразу покажу, пока мне не установили новую. Вот так вот выглядит дверь изнутри дома. Здесь кошки ее подрали, смотрите как, просто, ну, они все время просятся, пытаются вырваться, когда я их не пускаю в холодный дождливый день, например. И они мне здесь уже все обои подрали, я уже ничего не исправляю здесь, потому что обои буду скоро клеить новые, будет у меня ремонт, будут новые обои здесь. В общем-то, предыдущие хозяева делали эту дверь для того, чтобы она была защитным барьером, для того, чтобы холод не поступал, потому что вот эта основная дверь, она очень тонкая, просто металлический лист. Сейчас я ее открою, покажу вам. А вот это якобы как вот шторка, что ли, которая служит терморазделителем, да, то есть чтобы теплый воздух не выходил из дома и чтобы холодный не попадал в дом. И чтобы вот Масютка сюда не попадункала. Не мешай мне съемки вести. Значит, вот так вот выглядит дверь снаружи. Вот видите, она достаточно такая тонкая. Вот не знаю, как показать, чтобы свет падал. Ну, в общем, вот, она совсем тонкий металлический лист. Вот он, вот этот лист. Это просто речка, на котором держится замок. В общем, она особо меня не грела, скажем так. 2 зимы я с ней прожила. Вот я ее немножко покрасила, так задекорировала, да, чтобы не так уж страшно было на нее смотреть. Если вы посмотрите мои первые видео на ютубе, эта дверь вообще была какой-то ржаво-серой, проржавевшей. Вот, я ее немножко украсила, чтобы хоть пока, как говорится, до того, как нормальную дверь поставлю, было приятно смотреть. Вот такая вот у меня дверь, она двойная, да, получается. Вот здесь вот, видимо, раньше так строили, здесь вот пружина, то есть она всегда автоматически закрывается, то есть нужно ее придерживать, чтобы зайти и занести что-то, это жутко неудобно. Вот, и она особо не служит, скажем так, изоляцией для того, чтобы холод не попадал в дом, потому что зимой очень сильно сифонит. Как вы понимаете, этой двери недостаточно, чтобы сохранять тепло, а эта дверь, она тоже не особо сохраняет, хотя вот предназначена для этого. Вот какая-то такая двойная система дверная, да. Но в этот раз я заказала новую дверь. Слава богу, наконец-то я дожила и до этого момента, что могу в дом поставить нормальную входную дверь. Ну и вот, в общем-то, привезли мне мою новенькую дверку. Вот здесь ее распаковывают. Кстати, дверь я заказывала аж 1,5 месяца назад. Дело в том, что я делала дверь на заказ, выбирала специальную отделку, выбирала, какие замки будут стоять на ней. И заказывала я ее вместе со шторами на свою кухню. Только вот шторы сделали намного быстрее, чем дверь. Ну, хорошо, что я озаботилась с этим 1,5 месяца назад, а не в аккурат, когда уже наступила зима, да. Зимой бы мне не хотелось бы, чтобы ее устанавливали в мороз. Раздолбали мне всю дверь. Ух, ребятки, скоро что-то будет. Короче, у меня кухня построена из керамзитобетонного блока. Видно вот здесь, да? Слой. Сайдинг, дощечки, керамзит, какие-то прослойки утепляющие вот здесь. И этот, как его... А как вот этот материал называется? ГВЛ. Нет, это гипсокартон. Гипсокартон, да, вот здесь на дощечке. Ну и давайте посмотрим, что же я наколдовала себе. Хоба! Ой, не получилось. На 2-й год должно получиться. Хоп! Та-та-та-та-там! У меня новенькая дверь. Посмотрите, она такая белое золото называется. Видите, она такой вот. Заказывала сама, выбирала сама. И цвет, и внутреннюю отделку. Взяла дверь с 2 замками, заметьте. И внутри у нее еще есть задвижка вот эта ночная. Вот эту вот отделку внутреннюю я тоже сама выбирала. Такая, знаете, она под белое дерево. У меня как раз такие кремовато-белые даже, я бы сказала. Ну, у меня как раз в таких тонах планируется ремонт на кухне. В общем, посмотрите, друзья, какая у меня
теперь классная дверь. Так, сейчас свет включу. Вот. Сделали мне также порог. Если вы помните, у меня здесь была двойная дверь, но сейчас сделали вот эту новенькую коробку и отделку. Как это называется? Боковины или что? Когда строительная пена засохнет, я сниму вот эти вот ленты. В общем, вот, друзья, все так аккуратненько сделали. Посмотрите, все чики-пуки. У меня наконец-то этой зимой не будет сифонить из двери в доме. Когда будет ремонт, здесь я наклею новые обои, все будет аккуратно, но пока так. Мне очень нравится уже то, что вот этот порог ровненький. Потому что, когда тут была вторая дверь, постоянно вот этот мусор здесь выметать невозможно было отмыть, когда грязь вот наступаешь. А здесь вот очень удобно будет мыть этот порог. Кстати, надо протереть. Тут уже рабочие ходили. Вспомнила, как это называется. Откосы. Откосы. Точно. Вот здесь мне их немножко подравнивали, потому что как-то тут коряво было сделано строителями до меня. И один откос, он немножко вот туда, а другой туда. Как бы дверь приглашает выйти. Вот, значит, толщина двери у меня вот такая вот это сколько? В общем, друзья, я от волнения забыла все технические характеристики этой двери. Ими я поделилась в своем телеграм-канале. Поэтому, кому интересно, какая толщина, что, куда, все написано в телеграм-канале. Я прям подробно там расписала. И вот видите, такая здесь прокладочка. Ничего продувать не будет. Целых 2 замка мощных. Ну, в общем, я довольна. Даже глазок есть, как в городской квартире, представляете? Здесь уже Триша попробовала выйти, зайти, и Вася приходил. Я просто счастлива, что у меня наконец-то нормальная человеческая дверь. В общем, у меня на двери на прошлой висел Архангел Михаил. Я много раз вам рассказывала про этого святого, то, что он оберегает мой дом. Я подробно эту историю рассказывала в одном из своих видео, как я поняла, что он бережет мой дом. Очень много было знаков, признаков, как бы я поняла, что вот нужно иконку тоже сюда повесить. Еще мне мама подарила, сейчас я покажу. Еще мне мама подарила вот такой вот оберег, благословение дома. Вот оно тоже у меня висело на предыдущей двери. И я повешу на эту тоже. Вот такое вот благословение. Очень красивое. Ну, в общем, вот, друзья, у меня беленькая дверь. Красота, ну не красота ли? Красота. Наконец-то у меня с двери не будет сифонить зимой. Вот так. Значит, эта дверь у меня с терморазрывом. Видите, специальные вот такие прокладочки две. Это у нее здесь. И она, короче, тепло-холод. Терморазрыв это называется, да, по-моему? Вот, такая хорошая дверь. Такая хорошая дверь. Вот, в общем, я повесила уже оберег и иконку Архангела Михаила. Вот. И знаете, я что сделала? Я не скотч сюда прилепила двусторонний, а магнит. Я вспомнила, что я покупала когда-то магнит, который на клейкой ленте. То есть вот с одной стороны он на клейкой ленте, его приклеиваешь к тому, к чему нужно, а с другой стороны хоп, вот так вот. И не нужно дверь портить. И то же самое с иконкой. Вот так вот я приклеила 2 полосы магнитных. И вот так вот хоп. И все прекрасно держится. И не нужно портить отделку двери. Вот так вот. Красота у меня такая получилась. Так и так. В общем, я так довольна дверью, что мне теперь очень нравится выходить и входить в дом. Хожу туда-сюда и наслаждаюсь, как говорится. Она настолько добротная, что мне кажется, что я вхожу в какой-то новый дом, когда ее открываю. Для меня, по ощущениям, это чуть ли не дверь в какую-то сказочную Нарнию. Я думаю, что мои чувства будут понятны каждому, кто когда-то что-то устанавливал новое в своем доме. А еще в эти теплые октябрьские деньки я успела помыть окна в своем доме. Пока нет холода, дождей, снега, я успела это сделать, слава богу. Обычно я окна, конечно же, мою по весне всегда, но, как понимаете, за лето они очень быстро загрязняются. Ну и грех не воспользоваться моментом, когда все совпало, как говорится, и мои выходные, и теплая прекрасная погода. Вообще все дела по дому я предпочитаю делать по настроению, а не по принуждению. Вот сегодня у меня было настроение помыть эти окна, почему бы и нет. Ну, а если бы не было настроения, я бы их не мыла. Это просто кайф, когда ты позволяешь себе делать все то, что ты хочешь или не хочешь. Друзья, напишите в комментариях, как вы обычно делаете домашние дела, по настроению или по принуждению.
А еще хочу поделиться с вами приятной радостью. Совсем недавно мне пришла посылочка от Алисы с канала Лисий домик. Алиса занимается изготовлением свечей из натурального пчелиного воска с добавлением трав. Я давно хотела попробовать эти свечки, как только познакомилась с Алисой, сразу мне захотелось. И вот она мне их подарила. Я очень рада. Спасибо, Алиса, тебе большое за них, потому что я очень люблю жечь благовония. Вот, а эти свечки, это, можно сказать, два в одном. И свеча, и одновременно благовоние. Вот, например, вот эта маленькая свечка, которую я сейчас зажигаю, она состоит из воска и измельченной травы. И там точно есть мята. Я это сразу почувствовала, потому что очень люблю мяту. В общем, мне очень нравятся такие вещички, они добавляют уюта в доме. Ну и я такой подарок решила не оставить без ответа и отправила Алисе тоже от себя подарочек. А что это за подарочек, вы можете посмотреть у Алисы в телеграм-канале. Она там распаковку сделала. И вообще эти свечи настоящее произведение искусства. Вы только посмотрите, какая красота. Алиса их украсила сушеными листьями и травами. Мне, если честно, даже было жалко сжигать такие свечи. Хотелось любоваться на них. А еще они очень вкусно пахнут медом. А еще для свечей я приобрела себе вот такой вот фонарик со стеклянными дверцами. Вы посмотрите, какая красота. Фонарь на все времена. Никаких батареек, розеток не надо, подзарядок не надо. Поставил туда свечку и ходи по улице, свети себе. Ну, это я на тот случай, если вдруг у нас везде выключат электричество, я со свечкой смогу вот так спокойно ходить по улице. Да и вообще такая вещица очень полезная в плане пожаробезопасности. В таком фонарике можно оставить спокойно свечку на столе и не бояться, что от нее что-то загорится. А еще посмотрите, как у меня окрасилась листва у деревьев в конце участка. Так красиво. Вот здесь возле елей красные листочки, это вишня. Сейчас я поближе подойду, покажу. Березы все стали ярко-желтыми. Калина вся осыпалась. Но у нее теперь на ветках видно красные ягоды. Смотрите, как красиво. Вот птицам сколько еды. Смотрите. Красота. Прям все там усыпано этой калиной. В общем, пойду сейчас вишню посмотрю. Вот, посмотрите, какие у вишни красивые листочки. И они опадают. Прям, смотрите, прям у меня в руках. Хоп. Такого красивого бордового цвета. Вау. Какая красота. И елочки там. Красотища. А еще птицы полетели на юг. Да. Ой, как их много. Вон там мне так нравится поле, линия поля видна, которая выше моего участка. А вон там луна. Ух ты, смотрите, как здорово ее видно. Здорово, у меня получилось луну снять. Красиво, да? Вот так вот камера снимает луну. Кстати, на дворе стоит октябрь, а я до сих пор у себя собираю яблоки в саду. На этот раз это уже позднеспелые сорта. Если вы помните, я все лето маялась, не знала, куда пристроить эти яблоки. В этом году был просто изобильный, многократно обильный урожай на эти яблоки. Настолько обильный, что я раздавала всем местным эти яблоки, угощала всех ими, а также разместила объявление на Авито, благодаря которому мне все-таки удалось продать часть яблок. Подписчики моего телеграм-канала уже знают, я поделилась с ними радостью, что у меня собрали 12 мешков яблок и увезли. Еле машина выехала от меня и с моего участка. И это еще не все. Я почти всей деревне, наверное, столько же еще раздала. Послушайте, я даже и не мечтала о том, что когда я куплю дом, он станет для меня источником дохода еще. Помимо этого, мой дом еще является огромным источником вдохновения для меня. Вот, например, посмотрите, как красиво береза усыпала листьями мою крышу. Украсила просто. Невероятно на это. Любуюсь, хожу, смотрю.
А еще рядом с моим домом растет канадский дуб. Это очень редкий вид дуба. Он в наших широтах вообще-то не растет, но, видимо, кто-то его здесь посадил. Я догадываюсь, что это все-таки Анатолий Михайлович, потому что он любил такие вещи делать. Вы только посмотрите, насколько он красивый осенью. Ярко-оранжево-бордовые, красные листья. Просто невероятная красота. Я хожу и любуюсь каждой осенью этим дубом. Кстати, в интернете я прочитала, что это дерево живет аж до 200 лет, представляете? Мой дуб, кстати, он еще совсем молоденький, так что до 200 лет ему еще расти и расти. А плодоносить он начнет только с 15-летнего возраста. Кстати, кто-нибудь знает, как определить возраст дерева? Вот здесь вот я вижу, что это дерево совсем еще молоденькое. Хоть и листва у него очень красивые, пышные. Кстати, дуб считается королем леса и символизирует защиту, процветание, долголетие. Ветви и листья дуба очень часто использовались нашими предками как обереги. Так что вот, друзья, такой вот красавец стоит на защите моего дома и участка. Я думаю, что это все не просто так, он действительно выполняет свою функцию. Так что символика символикой, а мой дом действительно под защитой и надежной охраной. Ну и изобилие на своем участке я прям в этом году очень сильно прочувствовала. Ну вот, пожалуй, на сегодня все. Благодарю вас за лайки, подписки, комментарии, донаты. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.